Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Василием Волгой. Он на связи прямо сейчас. Василий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, и мои приветствия вашим зрителям. Друзья, мы в прямом эфире. Это означает, что будем с вами общаться, поэтому подготовьте свои вопросы заранее, заблаговременно, во время эфира, до эфира их можно было оставить, и сейчас можно оставить в сообществе YouTube абсолютно открыто. Также в клубе зрителей «Шелест» QR-код, который видите на экране, у кого работает, у кого не работает сервис, в общем, возможность прям написать на экран, чего хотите, и канал поддержать, да. Точно так же я всех призываю общаться в чате, и в конце обязательно поговорим онлайн с вами, поэтому досмотрите видео до конца. Ну и, собственно, самый, наверное, главный посыл, что если хотите не терять Василия Волгу в этом буйстве, скажем так, аналитическо-новостном, смысловом, то подписывайтесь на его YouTube-канал и на его Telegram-канал. Ссылки традиционно в описании к этому видео. В общем, как бы все, что касается орг-моментов, мы заявили, теперь давайте к сути. А суть и глубина нашего эфира, я вот предлагаю ее вот какую. Значит, опрос сегодняшнего эфира. После прекращения войны в Украине будет. И варианты ответов. Хуже, чем до войны. Хуже, чем во время войны. Лучше, чем во время войны, или лучше, чем до войны. Смотрите, хуже, хуже, лучше, лучше. До, во время. Какой вариант выберете, выбирайте тот, который считаете нужным. С этого я бы хотел начать наш сегодняшний разговор, потому что вот в тот момент, когда кажется война еще, ой, как далеко до ее конца, все так говорят, мы видим, как усугубляется положение дел. А вообще воюют же зачем? Чтоб лучше было, да, обществу, стране. Как бы вы спрогнозировали и как бы ответили на вопрос, а что будет после? Хуже, лучше, чем когда? Неопределенный временной промежуток, когда до войны, за год до войны, за 2 года до войны. Но если говорить о коротком промежутке, то, конечно, это будет гораздо хуже, нежели после войны, нежели до войны, извините. Но в тот же самый момент это будет гораздо лучше, чем во время войны. Поскольку, что мы имеем основной ценностью. Даже Конституция украинская основной ценностью имеет человеческую жизнь. Людей как минимум перестанут отлавливать на улицах, и люди перестанут защищать свою жизнь от отлова с оружием в руках. Так что мой ответ такой, что будет очень плохо, будет очень тяжелая экономическая ситуация, но однозначно будет лучше, что те люди, которые сегодня прячутся в подвалах, на чердаках, за бронированными дверями своих квартир, эти люди смогут спокойно вздохнуть. Вы знаете, до войны, после войны, сейчас об этом тоже, кстати, очень серьезно заговорили. Есть такой Василий Воскобойник, он возглавляет офис миграции Украины. До этого он был экспертом по трудовым отношениям, мигрантом, гастарбайтером, как принято называть, было там в довоенный период времени. В общем, где какие варианты трудоустройства, рабочие визы, в общем, так и пошел. И он страшные вещи говорит. Во-первых, вымирают украинцы. На 300 тысяч каждый год это естественная, скажем так, убыль по сравнению с родившимися. Это много. Коэффициенты шарашат да нельзя. 0,7, некоторые называют 0,6 коэффициент рождения. То есть очень тяжелая ситуация демографическая. Но он, кроме всего прочего, попробовал подумать, а как вот если война закончится? А что делать? Открывать границы, не открывать, отправлять там украинцев? Куда они поедут? Да? К семьям, на работы опять-таки. В общем, послушав Воскобойника, делаешь вывод, что не будет вот этого Эльдорадо, чуда, не знаю, классного чего-то после войны, какого-то вознаграждения. Вот что он говорит. Наша оцінка – це приблизно 1-1,5 мільйони людей, котрі можуть поїхати працювати за кордон. І з одного боку, я навіть вітав би от таку саме трудову міграцію, маятникову, така, яка у нас була до початку військових дій. Коли люди виїздили на 3-6 місяців, хай навіть на рік, працювали, заробляли кошти. Ці кошти перераховували сюди в Україну на підтримку власних родин, котрі тут залишаються в Україні. Потім поверталися, знаходили роботу в Україні і працювали далі тут. І трудова міграція, я вважаю, що це благо у порівнянні з тим, що люди можуть після
війни, зібратися та поїхати до своїх родин, котрі вже там за кордоном обустроїлись, і воз'єднання родин відбудеться саме там за кордоном, і це для нас більш жахливий варіант, аніж просто трудова міграція. Тому до трудової міграції я відношусь дуже поблажливо. Я розумію, що це можливість для людей на якомусь часовому проміжку заробити гроші, підтримати власні родини, але все рівно залишити коріння в Україні. І тому нашій країні, нашій владі потрібно все рівно готуватися до того, що подібного роду кроки з боку українців вони будуть присутні, люди будуть їхати за кордон, потрібно думати, яким чином їх там за кордоном захищати, яким чином створювати умови, щоб люди їхали легально, офіційно там працювали і тим не менш поверталися назад в Україну. І це достатньо такий серйозний виклик. Очень серьезный вызов. Ну, хоть кто-то думает о завтрашнем дне и говорит, ребята, не получится всех держать в клетке, надо наоборот выпускать, пускай едут, работают, нужно искать механизмы. Но я хочу вас спросить то, о чем этот эксперт не сказал. Так, а вот этот корень, да, коренья вот это вот, да, чем государство обеспечит, что эти люди поедут в Европе, поработают и вернутся после войны? Ну, это отчасти по привычке. Ведь, знаете, над Украиной на протяжении 30 лет проведен ужасающий демографический и экономический эксперимент. В то время, когда Украину, особенно после первого госпереворота 2004 года, готовили как форпост для войны с Россией, для нанесения ей стратегического поражения, с этого времени Украину системно вывели из поля законов общественного развития, из поля законов экономики, и она жила в другой реальности. Эта реальность уничтожала Украину как демографически, так и экономически. Ну, наверное, это уже много раз говорилось в разных эфирах, что Украина после распада Советского Союза была страной, сравнимой с Францией по потенциалу. Мы имели почти 53 миллиона населения. Сегодня на территории Украины осталось по разным оценкам около 20 миллионов, либо меньше населения. То есть это действительно демографическая катастрофа. Но я напомню, что начиная с 2004 года, когда начали обрушаться показатели экономического развития Украины, трудовая миграция началась масштабно. Она впервые перешла через миллион, и она приближалась к 2, 3, 4, 5 миллионам человек. Очень интересная цифра. Я как раз в то время работал в правительстве, и я помню, что показатель от металлургии, тогда мы от металлургии получали 7-8 миллиардов долларов поступлений в казну, в государственную казну. Вот. То от трудовой миграции в Украину, вовнутрь Украины также входило 7-8, и впоследствии, уже в приближении к 2014 году, 2016-2017 год, мы получали 12-15 миллиардов долларов от трудовых мигрантов. Это деньги, которые превышали работу украинской металлургии почти в 2 раза. Ну и вот здесь, по всей видимости, Воскобойников говорит о том, что мы на самом деле должны следовать тому же самому примеру, чтобы хотя бы какие-то деньги поступали. В этом есть рациональность. Поскольку на сегодняшний момент существует экономика Украины не за счет своего внутреннего потенциала. Она существует за счет вливания потока миллиардов. Если только не удастся пробить позицию Орбана, если только Словакия подключится к блокированию кредитов 90 миллиардов евро для Украины, то уже в ближайшие 2 и 3 месяца Украина поймет, что она сама на самом деле имеет. Так вот, после войны, опять-таки, мы еще даже не знаем, о чем мы говорим, о каких территориях, а что это будут за территории, кем они будут управляться, каков механизм управления и формирования власти этих территорий. Мы просто предполагаем, что останется вот так, как есть, только где-то чуть-чуть территория отрежется. Так вот, если это предполагать, то без потока миллиардов не будет рабочих мест, которые смогут обеспечить доход в государственный бюджет. Воскобойников, по моему мнению, имеет в виду следующее. Нечем будет обеспечить даже этих 20 миллионов человек, ну а среди них рабочих рук, я думаю, где-то на самом деле 5-6 миллионов, не более. Так вот, он говорит, что мы не сможем обеспечить 5-6 миллионов мест, которые будут в состоянии
платить в бюджет достаточно, платить в пенсионный фонд, чтобы обеспечить жизнь еще не умерших пенсионеров Украины. И поэтому давайте мы все-таки допустим, пускай лучше они уедут, семьи, если их останутся здесь, пускай они уедут на трудовую миграцию, там зарабатывают, какие-то деньги перечисляют сюда, может какой-то миллиардик или два нам все-таки от этого перепадет. Я думаю, это так объясняется. Понимаете, тут какая еще идет логика? Но ведь это же все означает, что Украина будет не нужна, как только закончится война. Никто сюда не будет вкладывать, никакой BlackRock не создаст гигантские зарплаты. Помните, как Зеленский рассказывал? Никакой BlackRock не создаст рабочие места, как рассказывал Витков. Тогда о чем эти все суды, пересуды? О чем переговоры? Ничего не будет создано, ежели Украина опять-таки не поменяет свой смысл. Ну, слово, которое уже всем попало на язык, проектность, да, очень модное такое, почему-то стало это слово. Но пока она не перестанет быть форпостом, и пока она не вернется к своему традиционному, Богом данному месту в мировом разделении труда. Украина – страна, через которую проходили, подчеркиваю, веками транзит из варягов в греки, Великий Шелковый путь, ну и так далее. Это все, что шло по территории Украины, то, что связывало усиленно Запад и Восток. Это то, что приносило такие колоссальные дивиденды Украине, когда она была в едином контексте в работе с Россией, с Белоруссией, а не в войне. Но как только поменяли вот эту самую проектность, как только изменили саму сущность Украины, то есть когда изначально создавалось государство, государство создавалось как имеющее перспективу стать нейтральным государством, уж точно внеблоковое государство, но потом это было заменено. И с этого момента началась деградация Украины. И вот в этой самой деградации Украины, я напомню, в результате неверно выбранного пути, ну, неверно, знаете, это не то слово. Неверно, это когда сели, посоветовались и ошиблись. Нет. Здесь как раз-таки был целенаправленный выбор так называемых западных партнеров в отношении того, что Украина отныне будет антироссия. Это был выбор такой. Вот. И когда этот выбор сделали, посмотрите, Украина, это очень важно, это очень важная деталь, единственная страна из постсоветского пространства, то есть единственная республика Советского Союза, которая за все время своего несчастного существования не достигла ВВП уровня, ВВП, то есть производства товаров и услуг 1991 года. Мы менее выпускаем товаров и услуг, нежели выпускали их, ну еще даже до войны, нежели выпускали их в 1991 году. Беларусь в 4,5 раза превысила этот уровень. Россия почти в 3 раза превысила этот уровень. А мы остались перед войной на отметке менее 80% от ВВП 1991 года. Это очень серьезная катастрофа. И эта катастрофа говорит о том, что мы не найдем иного пути, как вернуться к себе, вернуться к здравому смыслу. И если останется Украина как суверенное государство, ну хотя бы какая-то часть останется как суверенная, даже если это останется что-то там, скажем, Западную Украину, заберут ее собственность, ну ту часть, которая, скажем, Польше принадлежала, Польша себе ее вернет, там, да, там, Венгрия что-то себе вернет, там что-то, Румыния себе вернет там, и тому подобное, и что-то останется, то это что-то только тогда и будет зарабатывать деньги, оно только тогда и будет иметь перспективу, если в мировом разделении труда окажется потребной. Это очень важно. Подождите, И потребной не же потому, на что кто-то, же... кто хочет кого-то убить, вас научает, как это сделать. А потребной потому, что у вас есть хорошая профессия. Потому что вы хорошо плитку кладете. Потому что вы, в принципе, востребованы. Вот именно эта востребованность, она впрямую выплывает и всегда выплывала из геополитического расположения Украины. Ну, вам не кажется, что сейчас востребованы как раз-таки вояки? Как раз-таки вот эти дроны, люди-дроны, биодроны, которые там, собственно, идут и умирают. За что? Ну, как за что? За миропорядок. Да, ну что я могу сказать? Моя позиция, она совершенно известна, мне кажется. На протяжении 20 лет своей там, общественной деятельности, политической деятельности, даже в системе государственного управления, я всеми силами пытался противостоять вот этому перерождению.
этому перерождению, когда на протяжении 30 лет, Александр, 30 лет, это, ну, еще раз подчеркну, это, знаете, это 3 раза по 10 лет по школе. То есть, ребеночек, который пошел в школу с момента появления Украины, и до вот сегодняшнего дня, это 3 разных ребеночка, которые закончили учебный курс. И на протяжении этого времени происходило системное изменение сознания украинцев. В результате из того украинца, которого мы, собственно говоря, знали, имели, который описан Гоголем, например, Григорием Сковородой, вот из этого украинца мы получили что-то совершенно ужасное. Тогда, естественно, водители дронов или роботы, которые необходимы для того, чтобы идти воевать, а их хозяева, их собственники отмывали на этом деньги. Конечно. Понимаете, Да, увы. мы получили... Но это путь в никуда. Знаете, Александр, вот один такой важная деталь. У меня в свое время достаточно долго работал советником Масол Виталий Андреевич. Это гениальный экономист, он доктор наук, дважды премьер-министр Украины, интереснейший человек. Собственно говоря, он мне открыл и показывал экономику Украины, как она функционирует и работает. И у него был один прекрасный совершенно пример. Он мне все время говорил: Василий, если ты хочешь понять, куда движется процесс, ничего не нужно, особенно это в экономике. В экономике, в общественной деятельности ставишь одну точку, вот на таком-то уровне. Проходит какое-то время, делаешь замеры, ставишь следующую точку, и все, проводишь вектор, и ты увидишь, куда это идет. Если мы с вами берем вектор Украина 1991 года, 53 миллиона человек, и берем вектор 20 или 18 миллионов сегодня, проводим эту линию, то, Александр, мы приходим к простому выводу. Мы системно двигаемся к исчезанию Украины с карты вообще и украинской идеи как таковой. Мы идем по пути самоубийства Украины. Так что... Вы знаете, яркой иллюстрацией, Василий, вот этого самоубийства является одесская маршрутка. Одесская маршрутка. Мне напоминает этот фильм, где там два мужика попали в мир, где они женщины, смотрите. Я и водитель, все. Так вот. Ну так вот. Я и водитель. Все. Маршрутка. Человек поехал в маршрутку. А что ж случилось? Да потому что рейды, потому что лютуют, потому что беснуются, потому что происходит, какой-то лютый ад. Вот, пожалуйста. Это не только Одесса. Если бы там, знаете, можно было сейчас поразводить, там Одесса. Вот, пожалуйста, город Ровно подняли там на локальном уровне в местных соцсетях, подняли там вот этот хай, что запаковали моего друга Сергея, он инвалид, не слышит на одно ухо, не слышит. Все в документах есть, документы никто не смотрит, крик «помогите», это крик беспомощности перед беззаконием. Они, значит, одели маски и в общем, боятся разглашения, какого-то, да, распространения, поэтому репостите, не молчите, вопль такой в соцсетях, да, города Ровно. Вот как этого друга, да, Сергея, инвалида на одно ухо, как его паковали. Это же отдельный вид искусства. Да, ужасно. Это, знаете, такой пылесос человеческий, когда высасывают как пылесосом просто-напросто. Здесь у нас с вами большое То есть количество... ломают, на видео, да, ломают стекло. То есть они вот лезут, ломают стекло, а тут ему говорит, там не досмотрели, говорит, укуси его за руку. И тут его кусает за руку, тут одергивает руку. Это просто какой-то лютый трэш. Да, высасывают, я говорю, как пылесосом, человеческим пылесосом людей высасывают из машин, из подвалов, из чердаков. Где только найдут, где только этот пылесос работает. Здесь, также у нас есть с вами большое количество вопросов к социальной картине, да, демографической картине также и нравственной. Ведь, по сути, то, что происходит, мы можем сравнить с началом работорговли, африканской работорговли, которую голландцы были зачинателями, англичане продолжили, и потом на американских тростниковых плантациях рабы, собственно говоря, заканчивался этот процесс работорговли. Но ведь очень важно понять, очень важно знать эту деталь, то, о чем пишут историки, что ведь не ловили сами голландцы африканцев, негров, не ловили их там внутри. Существовало 2 государства.
на африканском континенте, которые, собственно, этим и жили. Их хорошо вооружали, эти государства. Сначала голландцы, потом англичане, потом французы. Они их хорошо вооружали. И эти государства, ну, квази-государства, там, государственность, племенные такие государства, вот, они захватывали, они охотились на своих сотоварищей других племен, проще говоря. Вот нечто подобное происходит сегодня, когда деньги, которые поступают от Англии, Германии, Франции на сегодняшний момент, ранее поступали от Соединенных Штатов Америки, среди прочего тратятся на содержание ТЦК, то бишь таких опричников, которые себя ведут так же, как вожди-людоеды африканских племен. И какова в этой ситуации нравственная модель? Ведь, понимаете, ну, в больших городах до поры до времени ТЦКшник может еще как-то запрятаться. Да и то ненадолго. А в маленьких городах, в районных центрах, в селах. Ведь люди это запоминают, так же, как они запоминали работу тех, кто пошел добровольно работать в полицию нацистов гитлеровской Германии. Те, которые тогда также отлавливали людей для того, чтобы их на тот момент отправлять в трудовые армии, в трудовые лагеря в Германии. Вот. Но тогда даже нацисты не додумались до того, чтобы отлавливать украинцев для того, чтобы их отправлять на фронт. И вот сегодня в этих селах, деревнях, районных центрах ставят галочки этим людям. Когда жестокость становится такой радикальной, когда сегодня мы видим уже участившиеся системные факты такого даже вооруженного сопротивления, когда человек не боится жертвовать своей жизнью, ибо он знает, я что там погибну, здесь хотя бы я буду себя защищать, жертвой не буду. Я не буду сломлен ТЦК, я не окажусь в их лапах, я не переживу то, что переживает основная масса, проходя через унижение и становясь просто таким безмолвным орудием у этой системы, у этой машины, которую уже далее человеческая сущность не интересует. Я уже не говорю про те факты, которые также стали массовыми издевательства на передовой. Вот. То есть люди не хотят туда идти. И вот когда эта жестокость поднимется до небес, и поднявшись до небес до соответствующего уровня, мы придем к завершению военных действий, то эти галочки, вот кто сегодня, может быть, из ТЦК будет смотреть или смотрит сейчас нас с вами в прямом эфире, запомните, эти галочки вам ставят точно так же, как ставили прислужникам нацистов во время гитлеровской оккупации Украины. Вы сегодня делаете именно то же самое. Когда добровольно нацепили себе эту повязку, тогда она была гестаповская повязка или там... Сейчас эта повязка ТЦКшна. Вот вы сейчас делаете то же самое. Даже если вы форму не одеваете, даже если вы атакуете людей в гражданской форме, вас берут на карандаш. И это трагично, конечно. Смотрите, тут как бы тоже, вот мы уж задали такую рамку, да, там, послевоенной Украины сегодня в нашем сегодняшнем разговоре. Вот размышляет военный, достаточно публичный, медийный Виталий Донец-Ковчаренко. Потом, когда мы победим, эти вымлятки, уклонисты, те, которые убежали за границу, вернутся в Украину и будут нам рассказывать, в том числе по телевизору, что мобилизация, преступление, ну, это коверкает он, не пошли так, как ТЦК, что выбрали жизнь. Власть и силовые органы не будут их замечать, потому что полиции, в принципе, пох, а для власти это электорат, который за все хорошее против всего плохого. Ну, а мы, как не равнодушные граждане, случайные прохожие и ветераны войны, будем их бить. Бить будем. После эфиров на телевидении во дворах ЖК. Сильно, быстро, четко будем бить, как привыкли. Опыт операции, так сказать. И нас будет задерживать полиция. И мы по старой привычке, конечно, будем стоять и толкаться с полицией под судами, собирать на адвокатов. И все как раньше, за своих. Как вам такой образ будущего? Ну, это только подтверждает вот то, о чем мы с вами говорим, и подтверждает уровень нравственной деградации общества. Это заявка, и не только одного этого
товарища, не знаю, как сказать еще, это на самом деле, это уже преступление. Это заявление о насилии, это заявление о планировании насилий. Здесь уже необходимо привлекать к ответственности. Но кто же будет привлекать к ответственности героя войны? Вот. Это то, к чему они готовятся. Они делают заявку. Мы воевали не просто так. Мы воевали за то, чтобы, и по этой причине вы все нам должны. И кто нам не будет отдавать наше, то мы их будем бить жестоко. Знаете, я забыл фамилию, вот читал автора одну женщину, которая пережила еврейские погромы во Львове в тот момент, когда пришли гитлеровцы, когда Львов их встречал с распростертыми объятиями и начались массовые еврейские погромы. И вот она вспоминала, как ей говорила ее мать: Люсенька, если вам будут говорить, что вас будут убивать, то поверьте им и бегите. А я, говорит, не убежал. Так вот, это та самая ситуация. Если вам говорят, что вас будут бить и убивать, поверьте им. Это ситуация будущего Украины, вот той самой разверзающейся катастрофы в рамках того, о чем мы с вами говорим. Знаете, по этой причине введение в Украину каких-то полицейских миротворческих войск в случае подписания мирного договора, то есть когда это должны быть какие-то в рамках международной договоренности войска, для поддержания правопорядка становится крайне необходим. Вообще, конечно, о войне многое вскроется. Все переварили вот этот шок, да? А это ведь каждый раз шок. Обмен телами. Это ведь каждый раз шок. Но все как-то так первые там начали, устроили цирк, да, с этими на костях, в прямом смысле слова. Потом, как первая там какая-то на День независимости, Зеленский же кладбище открыл в том году, на День независимости. И там захоронение какое-то там они произвели, типа неизвестных в 21 веке, неизвестных солдат, понимаете? В 21 веке. Причем войне там не 80 лет, да, это не кого-то выкопали, как поисковые эти операции были по следам Великой Отечественной. Я там тоже лично знал поисковиков, которые, в общем, это прям целая жизнь была, да, как они собирали, переправляли, опознавали, не было этих всех ДНК тогда, не было, это было очень дорого, непонятно, все равно находили жетоны, нашивки и отправляли то в Германию, вообще по всей Европе отправляли тела, те, которые там в Украине полегли в эти времена. А оказывается, все страшнее. Пожалуйста, военные рассказывают. Хлопці сусідніх позицій брали і 200-х їхніх забирали, тому що обмін тілами було таке, що годинку не стріляємо, з такої, бо обмін тілами. Старалися чим жирнішого його тягнути, тому що один може бути на наших два. А що наші жирнішого? Бо там на вес йде, на вагу. Що на вагу? Тіла. Обмін. Як на Так, воно йде. тіла йдуть на обмін Так, по вазі? не по кількості, по вазі. Я таки перший раз чую, скільки в мене було. Значить, коли йде обмін, то міняють не кількість, а як було 1000 на 1000 тепер був обмін. А це тепер так, так? Так. А це ти так знаєш точно? Так, звичайно. Значить, чим крупніший, Чим крупніший, тим можна було одного на наших двох поміняти. То есть это вообще какой-то лютый трэш. Это штурмовик рассказывает с 5-й штурмовой Киевской бригады. На вес. Сколько сыпать в граммах, понимаете, в чем дело? Потому что если там кого-то покрупнее, можно поменять на двоих, которые помельче. Это просто как-то выбивается, отказывается даже рациональное понимать то, что он сейчас вспоминает. Врет. Я думаю, что врет это какой-то бред больного человека, вероятно, контуженный глобально. Я не помню, во-первых, обменов 1000 на 1000. Я помню обмены десятков на 1000 или на несколько тысяч, это я помню. И я думаю, что этот бред, он родился из того, что, чтобы хоть как-то объяснить, почему Украина имеет меньше тел русских солдат, чем русские солдаты, тел украинских солдат, чем Россия украинских солдат, тел украинских солдат, то придумана такая байка. Байка, она достаточно жестокая, но опять подчеркну, мы сегодня, знаете, почему-то с вами идем по рельсам нравственности и морали. Когда человек рассуждает о действительно такой трагичности, о беде, когда в этой братоубийственной войне погибают
братские народы убивают друг друга в угоду совершенно другим интересам, совершенно не присущим Украине интересам, вот, то рассуждать о килограммах, рассуждать, это души, семьи, дети, родители, жены, оставшиеся без мужей, без отцов и без сыновей. То есть, ну, на самом деле, это ужасно. Это ужасно, но я опять-таки подчеркну, что мы будем с вами чем дальше, тем глубже входить в ситуацию нравственного крушения. То есть мы пережили экономическое крушение, военное, и сейчас будем переживать нравственное обрушение, когда человеческого будет оставаться все меньше. Понимаете, Василий, мы как бы вот принято так было считать, что с 22 года вот доверие к институции, там, к ВСУ всегда высокое, всегда. И рейтинги это показывали, и так и действительно все доверяли ВСУ. А потом, когда мы вот слышим вот это вот из ВСУ, из недр ВСУ, чем больше людей туда попало, как попало, куда попало, тем больше как бы информации становится у людей, и они немножко понимают, с чем они сталкиваются, с чем имеют дело. Но политика, знаете, крушение политики давайте обсудим с вами. Крушение политики. Это, конечно, нечто. Рейтинги свежие выползли. Значит, парадокс. Вот это на экране рейтинг доверия. Да? Значит, Залужный 61,6, Буданов 60,3, Зеленский 46,3. Ну, это я говорю о том, что полностью или скорее доверяют. Ну, поехали тут Терехов, Усик 38, там почти 39, 37%, Ким, Федоров, Свириденко, Порошенко там ниже 18%, Умеров 18% ровно, Вилкул, ну и поехали там Тимошенко, Бойко 5,8%. Это вот рейтинг доверия нам показали. Вот смотрите, все вроде как доверие. Ну, понятно, это социс. Все хорошо, отлично. Но как-то не бьется с президентскими-то рейтингами. То есть у Залужного, значит, больший рейтинг доверия, да, у Буданова больший. А вот по опросам, по рейтингу и по имитации президентских выборов Зеленский побеждает. Позади Залужный. Да, вот там 22-19 рейтинг, там 29% у Зеленского, 25% у Залужного, у Буданова 13%, у Порошенко 7%. Если имитацию выборов смотреть, Терехова 4%, ну и поехали вниз тех, кого мы там, ну, и другой кандидат там всего там 4-5%. Ну и там, конечно, многие не определились, около 16%. Это, понятное дело, социологи это все вписывают, потому что им так нужно. Почему такое несоответствие? Вроде же опрос один и тот же. Доверие вот такое. То есть мне просто даже логически, если подумать, это получается, мы Зеленскому уже меньше доверяем. Ну, блин, все равно его выберем, хоть и не доверяем во второй раз. Что это за нарратив? Почему сейчас ездят по ушам о том, что Зеленский с нами во второй раз? Я скажу честно, я совершенно не верю этим опросам. Я знаю две вещи. Вещь первая. Люди боятся говорить то, что думают. Вещь вторая. Даже в тайном опросе. Даже в тайном опросе люди уже многократно убедились в том, что даже через гаджет могут отследить, а кто это там вдруг так проголосовал. Или к кому-то пришли, просто галочку поставьте, а меня на камеру тайно записали. Ну и тому подобное. Первое. Люди боятся голосовать. Второе. Ну, если предположить себе, что эти рейтинги правдивы, что люди на самом-то деле хотят проголосовать и доверяют только представителям войны, то мы тогда должны предположить, что украинцы массово желают продолжения войны. Потому что эти рейтинги в своей сумме, ну вот я так навскидку, то, что вот было на экране, да, я навскидку это вспоминаю, получается, что кто готов голосовать как за Зеленского, за Залужного, за Буданова, как за президентов, то в общей сложности там получается чуть ли не до 70%. Если собрать эти... Ну, то есть, только партия войны и голосуется. Это, ну, на самом деле, это может только сказать о том, что тогда оставшаяся часть украинцев, проживающих сегодня на территории Украины, безумцы. Если это так. Мне в это, честно говоря, трудно вериться. Я поддерживаю контакт со многими теми, кто, ну, в моем понимании, работает с более-менее большими
группами людей, и они говорят о ненависти к Зеленскому, и они говорят о желании мира любой ценой. А это как-то не вписывается в то, что вы показываете. Почему такие изображаются такие нам с вами рейтинги? Ну, у нас с вами президент, представитель шоу-бизнеса. И он свято убежден, что общественное мнение формируется рейтингами. Если рейтинг будет показан таков, то украинцы тогда просто так пойдут и за него опять проголосуют. Одним словом, веры в эту дрянь у меня нет никакой. Хорошо, тогда, если так трусятся и носятся на Банковой, ну, это, кстати, это же порошенковский вроде как опрос. Ну, Грынев, он считается социологом порошенковским. Ну, в общем, понятно. Я не буду копошиться в этой детализации. Меня интересует другой момент. Если так трусятся и носятся над рейтингами, то, простите, ну, как повлияет-то на рейтинг? И может отсюда эта несговорчивость? Вот выходит Зеленский и говорит, что нам Америка сказала: отдавай Донбасс, тогда получите гарантии. Дмитриев уже успел перед нашим эфиром сейчас прокомментировать это, говорит: фух, слава богу, ну что-то там подлиннее пост, но имеется в виду, наконец-то пришло это осознание, что американцы действуют в духе того, как мы договорились. То есть надо уходить из Донбасса. Но Зеленский говорит, что не уйдем, это там подорвет, это опасность. Вот если отдать Донбасс, это опасность для всех. В общем, всех призывает воевать дальше. Складывается впечатление в медиаполе, что только Донбасс. Вот только Донбасс. Ложное же впечатление, правда, Василий? Нет, я думаю, что если Донбасс будет отдан, то очень быстро будет подписан мир. Я могу ошибаться, все мы можем ошибаться в попытке оценить ситуацию. Но то, что на сегодняшний момент интенсивность ударов Российской Федерации по территории Украины кратно уменьшилась, и наоборот, кратно увеличились удары, которые, казалось бы, должны вызывать вот такой, знаете, рык со стороны России, когда Украина так массово и так эффективно сегодня бьет по нефтяным узлам, энергетическим узлам. Ну, последний удар по Ленобласти, вообще удар очень сильный. Вот. То есть, в данной ситуации складывается впечатление, что Россия действительно готова к переговорам и действительно готова к тому, чтобы подписать мирное соглашение. И здесь территориальный спор вокруг вот этой вот небольшой территории Донбасса, он является узловым. Ибо всем сторонам хочется выглядеть в данной ситуации победителями. Так что я думаю, что это и в самом деле ключевой вопрос. И в самом деле ключевой вопрос территории. Отдаст? Очень многое завязано на иранскую войну. Объясните. Ежели иранская война будет продолжаться так, как, например, начиналась и продолжалась война во Вьетнаме и война в Афганистане, это прямо как под копирку. Когда я напомню сначала во Вьетнам в 1975 году, в Афганистан в 2001 году. Сначала прибыли маленькие группы, 1500-5000 морских пехотинцев. Впоследствии во Вьетнаме это выросло до более нежели 500 000 человек. И потом они бежали из Сайгона, когда, собственно, все рухнуло. Вот. И в Афганистане, правда, это выросло до группировки в 100 000 человек, которой также пришлось бежать из Афганистана через 20 лет. Но война во Вьетнаме, которая длилась 8, по-моему, 9 лет, во Вьетнаме длилась эта война, она обошлась дешевле, даже в пересчете на современные цифры, она дешевле, хотя было людей больше, нежели афганская. Так вот, если сейчас с наземной операцией, то к чему вроде бы готовятся Соединенные Штаты? Будет сказано, мы небольшой контингент отправим, это означает ввязались. А если ввязались, то тогда все силы и ресурсы будут переброшены на Ближний Восток. Если это будет так, то тогда Иран, знаете, ведь в ситуации с Ираном мы имеем сильного бойца. Иран будет наносить такие удары по энергетическому узлу всего мира, которого ранее еще не было, которого мир еще ранее не видел. Но это приведет к потере не только интереса к Украине, это приведет к тотальной потере финансирования, оружия. В общем, вообще плюнут, махнут рукой. Ну и тогда ситуация будет другая. Тогда уже одним только кусочком Донецкой области Украина не отделается. Тогда вопрос о существовании Украины вообще ставится под большой вопрос.
Вот. Так что, в моем понимании, развитие иранской ситуации, развитие иранской войны дальнейшей будет приводить к тому, что будут терпеть поражение страны Израиль и Соединенные Штаты в войне с Ираном, с одной стороны, и с другой стороны Украина будет выходить вообще из поля интереса сверхгосударств. Очень интересно, если так переходить к Ирану, мы вернемся еще в Украину, и по Украине, конечно, поговорим, но интересно, Путин высказался о том, что происходит на Ближнем Востоке. Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечены в конфликт, они сами ничего не могут спрогнозировать. Но для нас это еще сложнее. Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса. А она, напомню, резко затормозила развитие всех, без исключения регионов и континентов. Значит, развитие. Я, если честно, немножко даже отвык от таких слов. Ну вот, если честно. Вот мы с вами там говорили выше о будущем Украине. К Украине еще перейдем. Но вот сейчас обсудим, давайте, вот этот Иран. Но опять-таки, тормозит развитие. Понимаете, оказывается, у политика есть, в разных странах, да, есть там планы развития. Не планы, как там дожечь, дозакопать, дохоронить, а планы, как развиваться, понимаете? И вот в контексте мирового развития, вот война на Ближнем Востоке, прям такой же эффект, считает Путин, как коронавирус привнесла. Согласны здесь с этим определением и с этой параллелью? Да, согласен. И здесь, знаете, ведь нужно посмотреть на Ормузский пролив, да, в принципе, на конфликты Персидского залива, чтобы понять, что подобного еще не происходило. Мы с вами имели, пожалуй, самую сильную так называемую танкерную войну 1988 года, когда Соединенные Штаты жгли в Персидском заливе корабли, танкеры, там жгли платформы Ирана, а Иран наносил удары по вооруженным силам Соединенных Штатов, не очень эффективные. Но тогда был близко к ситуации, подобной сегодняшней. Сегодня мы впервые с вами имеем реальную угрозу, во-первых, в том числе и наземной операции Ирана против Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, да, когда побережье может быть просто блокировано. Также мы имеем продолжение ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей, как главному хабу, обеспечивающему мировую экономику. И мы имеем реальную угрозу закрытия Ормузского пролива. Ежели это произойдет реально, пока это только как угроза, пока частично кого-то пропускают, кого-то не пропускают, это не полное закрытие. Но это артерия, через которую идет треть энергетики мира. Я думаю, что если это произойдет реально, и мы так близко к этому подошли, то в ближайших, я думаю, 48-72 часа произойдет такой коллапс, когда нефть и в самом деле перестрелит через $200, когда в самом деле все фьючерсы будут выкуплены. И мало того, выкупая эти фьючерсы, люди не будут убеждены, что они обеспечены будут в будущем, фьючерсы, будущие сделки, что они будут подкреплены реальным товаром. И падение всех котировок, на самом-то деле это будет реальное падение мировой западной экономики. То есть такого у нас не было никогда, такой угрозы и такого развития событий, которые мы имеем сегодня. Так что сравнить это с коронавирусом, пожалуй, возможно, только с одной поправкой. Последствия для экономики мировой с ситуацией с коронавирусом развивались достаточно постепенно по сравнению с тем, что произойдет в случае реального перекрытия Ормузского пролива. То есть, когда Иран осуществит свою угрозу во всей полноте. Не так, как он сейчас постепенно перехватывает инициативу, а во всей полноте осуществит свою угрозу перекрытия. Это будет тотальная мировая катастрофа, мгновенная, последствия которой, мне кажется, будут, знаете, не только уже говорить о развитии мира. Путину легко говорить о развитии мира, потому что сегодня его экономика получила такие толчки финансовые, о которых ему, наверное, и мечтать не приходилось на протяжении последних 4 лет. Хотя, собственно говоря, экономика российская
продемонстрировала удивительную устойчивость и как раз-таки ту самую способность к развитию, она все время растет. Вообще пишут, что Путин так хотел закончить войну, но тут Иран и думает, не буду заканчивать, буду довоевывать до победы. Ну, я не знаю, как там уж сам себе Путин мыслит. Я могу смотреть на экономические показатели, и я могу сказать, что, знаете, у нас с вами государство, ну, чтобы было понятно, Украина около 400 миллиардов мы имели ВВП, да, до начала военных действий. Сейчас мы не понимаем, сколько мы его имеем, потому что мы живем за счет денег, которые нам просто так дают. Вот. А Россия 2-триллионный, понимаете, ВВП. То есть Россия золотовалютные резервы третьи в мире. Швейцария не имеет столько золотовалютных резервов, сколько имеет Российская Федерация сегодня, и массово увеличивается ее финансовая и экономическая устойчивость на сегодняшний момент. Тем более, когда происходит эта беда с Ираном. Так что я согласен с тем, что последствия глобальны, но они могут наступить в 48 часов так, что фактически западной цивилизации будет нанесен сокрушительный удар, от которого Америка еще оправится, ибо она имеет достаточно собственных ресурсов для поддержания энергетики своей экономики. Но Европейский Союз в этом случае может не оправиться вообще. Про Европу поговорим немножко, затронем этот вопрос. Интересные материалы публикуют сегодня. Значит, Трамп отказался от идеи Нетаньяху призывать граждан Ирана к восстанию против властей, пишет Axios. Премьер Нетаньяху хотел призвать иранцев выйти на улицу в знак протеста против своего правительства на прошлой неделе. Однако Трамп заявил ему, что это слишком рискованно. Какого черта мы должны призывать людей выходить на улицу, если их все равно расстреляют? Во время телефонного разговора якобы с Нетаньяху это сказал Трамп. И по информации израильского и американского источников, спустя несколько часов после убийства главы службы безопасности Ирана Али Лариджани и главы ополчения Басидж Галамреза Сулеймани, Нетаньяху позвонил Трампу и говорит, вот момент, сейчас можно дестабилизировать. И, собственно, премьер Израиля предложил, чтобы он и Трамп скоординированно призвали народ выйти на улицы. А Трамп выразил опасение, что подобный звонок приведет только к бойне. И поэтому, в общем-то, отверг эту историю. Вообще, очень хотелось бы, чтобы вы прокомментировали абсолютную разницу подходов Америки и Израиля к тому, что сейчас происходит. Наш старый добрый товарищ, знакомый, уже все как-то подзабыли, а он есть, представляете? И я помню, как они с Ермаком там ходили, ручкались, там прохаживались, фотографировались с задумчивым видом. Салливан указывает на то, что как-то не по пути Америки с Израилем, представляете? Давайте послушаем. Рецепт прочного мира. Пару недель назад у нас в подкасте был парень по имени Дэнни Синтрон-Паец. Он 15 лет руководил иранским направлением в разведке армии обороны Израиля. И он, по сути, сказал, что касается Ирана, то нынешнее израильское правительство хочет просто развалить Иран, посеять хаос, потому что с их точки зрения разваленный Иран — меньшая угроза для Израиля. Но Соединенные Штаты не могут мыслить так же, потому что разваленный Иран означает разваленную мировую экономику. Они продолжат угрожать Ормузскому проливу. Это означает потенциальный поток беженцев, как после войны в Сирии, который хлынул бы в Европу, и многое другое. Поэтому я действительно считаю, что в этой войне с Ираном существует реальное расхождение между конечными целями Израиля и конечными целями Соединенных Штатов. И отчасти проблема, с которой мы столкнулись, в том, что когда спрашиваешь, что делает администрация, они не могут ответить на этот вопрос, потому что сами не знают. В общем, такие мысли. Администрация вообще не понимает, что она делает. А, простите, заговорил Салливан словами Жириновского. Помните его эти выступления, которые там обернулись такими пророчествами, что сейчас подожгут Ближний Восток, не будет воды, не будет ничего, и беженцы попрут. И Салливан про беженцев тоже. Так по пути Израилю и Америке сейчас, как вы оцениваете? Их цели расходятся. Ведь если у Трампа, давайте говорить так максимально цинично, то, что Трамп, зачем людей призывать, их все равно расстреливать, плевать Трампу на людей.
Абсолютно. Всегда это было. Всегда американцы действовали как неоколониальная держава. Вот, они вытаскивали... Как только бензин в Соединенных Штатах Америки приближался к отметке $4 за галлон, то тут же начиналась где-то маленькая победоносная война. И обязательно целью этой войны была страна, в которой есть нефть. И сразу падали цены на нефть. Вот. И людей убивали. Убивали миллионами. Соединенные Штаты Америки по разным оценкам, ну, вот, например, Даниэль Ганцер, это есть такой швейцарский историк, вот, исследователь преступлений НАТО, преступлений Соединенных Штатов Америки, он приводит цифру, что до 10 миллионов человек мирных, ни в чем не повинных людей, ну, только в одном Вьетнаме, например, 2,6 миллиона мирных граждан было уничтожено американцами. Вот. До 10 миллионов было Америкой убито женщин, стариков, детей, ну, то есть людей, не причастных к войне. Вот. Так что Трампу на это плевать. Но цель, которую Трамп преследует, он торгаш. Знаете, как индусы говорят, вайшья. То есть это одна из каст, не самая высшая, не брахман. Он вайшья, торгаш. То есть если привести в пример, знаете, в таком украинском изуродованном варианте, то получим Порошенко. Вот. То есть тоже президент торгаш, который даже АТО использовал для того, чтобы деньги зарабатывать и украинцев грабить. Нечто подобное Трамп. Но перед Трампом стоит серьезный вопрос решения вопроса внешнего долга, в принципе государственного долга Соединенных Штатов Америки. И его вот это вот мировое землетрясение сначала с пошлинами, а сейчас с этой войной, оно может принести Соединенным Штатам Америки частичное решение вопроса внешнего экономического долга. Вот. Дестабилизация, мы с вами об этом говорили, она всегда приводит к тому, что в Соединенные Штаты бегут деньги. Трамп это уже получил. И если говорить цинично, если он будет Трамп умным, то мне, собственно говоря, показалось сейчас, что вдруг он так поумнел, да, ну не поумнел, вернее, а действует расчетливо, то он остановит войну. Он просто смотрите, у нас даже есть маркеры определенные. Вчера Левит выходила и говорит, ну, понятно, она сказала, что Трамп может устроить ад на Ближнем Востоке, но, кроме прочего, она сказала... Да, для поддержания понта надо. 14-15 мая в Пекин отправляется Трамп. То есть все же как бы вот те, кто мыслят и пытаются геополитически разложить эту ситуацию, говорят, что это вот как бы показательное выступление перед Китаем в том числе. Не только нефтяное, а еще и показательное. И вот, да, судя по всему, в войне осталось месяц, даже, ну, там, полтора. Я скажу, если Трамп ведет такую игру, то он, подлец, играет очень эффективно. То это, пожалуй, самый опасный человек, который опасный, но хитрый, расчетливый человек, которого мы могли предположить в кресле президента Соединенных Штатов Америки. Который даже такое землетрясение, как война с Ираном, и землетрясение всей мировой экономики используют, с целью реализации своего принципа, как там сделаем Америку снова великой, да? Великой опять там или снова. Мага движение. Вот. И да, этот запланированный визит в Китай, он явно предполагает, что бардак в Иране с иранской войной должен закончиться. Я напомню вашим зрителям, что Китай системно получал из Ирана до трети нефти. То есть, порядка там от 1,2 до 1,9 миллиона бочек в день. То есть, это огромный поток, который Китай получал из соседнего Ирана. Вот. Так что, если это так, если у Трампа получится не пойти по пути, по которому пошли Никсон, его предшественники, да, Никсон и Буш в ситуации с Афганистаном, Буш, я уже их перепутал, в Афганистан кто водил войска. То есть, если не пойдет он по этому эффекту, проще говоря, Никсона со Вьетнамом, когда мы говорим, да, то тогда в таком случае, если ему удастся выйти оттуда, не начнется наземная операция, которая приведет к гибели морских пехотинцев и гробам в Соединенных Штатах, которые будут медийно обыгрываться противниками Трампа, чтобы зашаталось его кресло. Но то я им скажу, тогда Трамп даже эту войну сможет использовать себе на пользу. Если мы поразмышляем вообще, куда все идет и движется ли к мировой войне, Лукашенко отправляется к Ким Чен Ыну,
Там у них договор, в общем, промышленность, разные его встречают хорошо, это все картинка сопровождает, такая достаточно пафосная, там дети с флажками, там вот как бы, ну, в общем, хорошо встречает Ким Чен Ын Лукашенко. А Лукашенко ему автомат дарит. Все правильно. Оружием владеет Ким Чен Ын. Оружием Ким Чен Ын владеет. Что это за визит? Мне нравится шутка, знаете, последнего времени в отношении того, что вот ему же надо там к Трампу ехать в гости. Вот, так это, чтобы братва что плохого не подумала, то он поехал, значит, встретиться и поговорить в отношении того, чтобы определить, ну, свои основные идеологемы, почему он это делает и как он это делает. На самом деле мы видим с вами пример в лице Лукашенко. Мы видим с вами пример удивительного политика, сильного, интересного, мощного политика, который, на удивление, в ситуации такой дестабилизации стал таким связующим звеном, где и американцы, и Ким Чен Ын принимают с радостью. Это удивительное явление. Оно подлежит серьезному изучению. Я, скажем так, недостаточно сегодня готов для того, чтобы об этом говорить. Это надо серьезно заняться анализом поведения Лукашенко на протяжении последних 5-7 лет, и вот особенно времени войны. Каким образом, какие сигналы посылались вовне со стороны Лукашенко. Но Лукашенко очень быстро, в конце своей жизни или политической карьеры. Даже трудно сейчас говорить о конце политической карьеры Лукашенко, ибо он выглядит в расцвете, несмотря на свой возраст. То есть, я бы это сказал, что это визит укрепления влияния Лукашенко и укрепления его позиций перед визитом в Соединенные Штаты Америки. То есть, он, вероятно, о чем-то будет говорить. Вероятно, что-то, что не будет достоянием общественности, он оттуда возьмет. И это будет весомый аргумент в разговоре с американцами, ибо Северная Корея – это, пожалуй, одна из немногих стран, которых на самом деле серьезно и по-настоящему опасаются Соединенные Штаты Америки. Вообще, как все меняется, вы заметили? Вот меняется все. Ким Чен Ын самый миролюбивый, такой хороший, самый, скажем так, такой, и все его как бы мемы с ним просто расходятся, типа показывает дочке: видишь, доча, зачем мне нужна ядерная бомба, понимаете? То есть все как бы уже такого безобразия не будет. То есть все как бы немножко по-другому, другими глазами на фоне Ирана посмотрели на того же. И вообще не только на Ким Чен Ына, на всех. Вот сейчас шутки ходят, гуляют в интернете, это вот арабы, вот эти дубайцы, шейхи, те жители Дубая, они вот друг над другом шутят, понимаете? То есть... Это вот изнутри, да, вид, как это выглядит изнутри. То есть это правда, подкалывают друг друга. Выходит чувак с колоночкой, и все бегут в рассыпную, там сразу так весело, они такие все в халате. Это новая реальность. Это Дубай, который там, вот это все считалось, да, мерилом роскоши. Вот как все меняется. То есть абсолютный переворот. И параллельно с этим, Василий, вот если, допустим, вот так теперь в Дубае, а в Германии как сейчас? Вот на немецком телевидении кусочек материала. Это единичные случаи, но, видимо, их так много, что гамбургский сенатор по образованию теперь реагирует совместно с христианскими, иудейскими и мусульманскими религиозными объединениями. Речь идет о нападениях и дискриминации со стороны преимущественно мусульманских учеников. Так время от времени атакуют немецких девочек. Вам здесь не место. Другие отказываются посещать уроки музыки, потому что это харам. Настало время заявить, что такие выходки больше не будут терпимы. Ни одной, заявил сенатор. То есть сенатор решительным заявлением останавливает эту историю, которая тоже зашла уже совершенно куда-то далеко. То есть мир не просто сходит с ума, мир резко меняется. Такое ощущение, что, знаете, как-то есть такое выражение: «Остановите землю, я сойду». В Дубае теперь вот такие приколы, а в Германии на музыку ходить ученику харам.
Вот знаете, я два этих аспекта по поводу исламизации Европы, да и не только Европы. Ну, убежденный, то есть ортодоксальный исламист стал мэром Нью-Йорка. Да, и в Нью-Йорке, в мэрии, они устраивают празднование исламских праздников в соответствии с традициями ислама. Вот это удивительное явление, но оно есть в наявности. Это первая такая вещь об тотальной исламизации. Особенно Лондона, особенно Парижа. Ну и в Германии, вы спрашиваете, Александр, как в Германии, я вам скажу. В Германии целые районы, которые уже из себя представляют некоторые халифаты. И это, кстати, среди прочего, очень серьезный актив в руках не только у Ирана, а и у других борющихся против западного влияния сил, структур, ну и тому подобное. Вот. Это серьезный актив, очень серьезный. И который, знаете, который также наталкивается на нравственное противостояние. Вот что в ролике-то показано. Нравственное противостояние между достаточно жесткими правилами нравственности ислама традиционного, ну и уже, скажу по своему собственному опыту, порядком разложившейся нравственности Европейского Союза. Она просто, подчас она не просто уже разложилась, она уже трупными червями изъедена. Эта нравственность, когда Александр, когда в некоторых странах Европы деток в 9 лет начинают уроки сексуальности. В 9 лет деткам говорят, учителя говорят о том, что детки, трогайте друг друга для того, чтобы вы смогли разобраться. Вы мальчик или девочка? Ну, вам больше мальчик подходит или девочки вам подходят? Когда родители, это вот истории наших беженцев, когда родители этому начинают возмущаться, их приглашают на следующий день уже в школу, и в школе их встречает преподаватель и офицер ювенальной юстиции. И им объясняют, что на ребеночка оказывать давление нельзя, по той причине, что этот ребеночек уже состоявшаяся личность, и он сам должен выбрать, а вы вообще какие-то ортодоксальные непонятные люди, какие-то древние люди. И людям угрожают и многих ограничивают в праве беспрепятственно общаться со своими детьми. Вот разложившаяся, собственно говоря, Европа. А вот в отношении, знаете, ролика, который вы показываете, шутки, да, вот было шутки в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, в принципе, что так люди шутят. Я думаю, что не только для меня, для вас, для всех. Вот, например, украинская война стала таким огромным шоком. Ведь осталось у нас с вами представление о войне Великой Отечественной, которая сформирована, ну, такой героистикой такой, да, после фильмами, книгами, поэзией, которая была после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны. И мы обязательно это видели в тонах, ну, вставай, страна огромная. Это был Ленинград. Это было, когда мы нацизму противостояли, когда последние отдавали фронту. Когда целые заводы снимались с места, их перевозили за Урал в безопасное место, их там же разгружали, люди тут же под открытым небом начинали выпускать продукцию, ну и так далее. Да? И мы имели представление о войне как о некотором таком общем трагическом действии. Но когда началась украинская вот эта вот война, когда, знаете, когда с АТО это началось, это меня первый раз поразило. Я много работал на Донбассе, я много работал, ну и сам из Северодонецка родом, я почетный житель города Северодонецка. Вот. И когда эта трагедия началась, когда первый раз, понимаете, моего знакомого украинский танк, они бежали, украинский танк расстрелял машину. Он, жена и 2 деток их погибли. Уж не знаю, почему это там. Ну, в общем, я не в том суть. И я начинал переживать, беженцы пошли. Пошли беженцы из Донецкой области, из Луганской области. А все делали вид, вроде их нет. Ситуация развивалась так, что мы жили как будто бы этой трагедией, когда 5 миллионов беженцев с Донбасса во время АТО, мы их просто не видели. Началась война. Большая война. И я в еще большем шоке. Вечер, дискотеки. В Дубаях дискотеки, на западе Украины, на самых модных курортах дискотеки, шутки о войне. Произошло что-то за все это время, что сострадать
Мы разучились. Эмпатия из нас куда-то испарилась. Трагедия момента, неспособность сопережить эту трагедию момента, даже наоборот. Я помню, знаете, с какой болью я неоднократно это слышал, о том, что когда началось АТО, когда стали убивать жителей Донбасса, когда это стало происходить, я с болью слышал в Киеве, что это быдло донбасское, алкоголики, что это дети тех, кто был выслан, кто там работал на рудниках, что это вообще... Что, мол, они почти что не люди, что они чуть ли не тараканы. То есть, понимаете, это испарилось из нас. И мы стали какими-то такими, что мы не в состоянии о самой трагедии войны помыслить. И по этой причине так легко принять решение о том, до последнего украинца меня не коснулось. До последнего украинца будем воевать. И только тогда, когда коснулось, когда самого загребли, или когда родного отца, когда сына загребли, брата загребли, вот только тогда, ой, коснулось. Это, знаете, это, я бы сказал так, ну такая достаточно жирная точка. Вот это видео из Дубая, знаете, такая жирная точка под сегодняшний разговор в отношении нравственной деградации. Она, увы, отсутствие эмпатии, отсутствие сопереживания, обычного христианского, православного сопереживания страданию другого человека сделало возможным то, что аплодировали некоторые люди, когда горели, когда сжигали людей в Одессе в Доме профсоюзов, аплодировали в прямом эфире, аплодировали смертям своих людей, своих же сограждан. Понимаете? Да, ну, знаете, эмпатии нет, да и ума нет. Ну, у нас сегодня как бы бывшие Федорова сотрудники представили в ДИЕ, можно проголосовать национальный искусственный интеллект. Голосуйте за фаворита. И, в общем, как его назвать? Пытай, типа спрашивай, сяйва, слово, дзвінка, гаверла, шипит, шукай, ядро, кавун, гомин. Ой. Грустно от этого, понимаете? Грустно. То есть искусственным интеллектом подменяют ну, просто образованность и просто эрудицию, да. Эмпатию убивают и, в общем, искореняют. И это только вот 5-й год войны. А нам еще говорят 2 года, а может 3. То есть там готовьтесь на 3, а там может 2. Вот так как-то вот декларирует Зеленский. Ну хорошо, давайте пускай по-вашему, Владимир Александрович. Так а что тогда с нами будет через 2 года? Дзвінка или шопет или гомин будут думать вместо людей и вместо тех, кто должен думать, кто избранный думать, кто властью зовется. Какие перспективы нас ждут через 2-3 года? У нас с вами на Украине создан Институт национальной памяти. Главная цель этого института, и это любое более-менее авторитетное, но независимое исследование подтвердит о том, что его главная цель не дать системе образования Украины, не дать культуре в Украине хоть каким-то образом рассмотреть правду в процессах, которые предшествовали появлению Украины. Например, Институт национальной памяти блокирует все, что в украинских учебниках, в средствах массовой информации говорит о том, как был влюблен Тарас Григорьевич Шевченко в Петербург. Например, блокирует все, что Кирилло-Мефодиевское братство, оно имело своей целью единение народов малороссийского, великороссийского, белорусского народа, краснорусского народа, народа Красной Руси, то есть Прикарпатье. Да, Закарпатье у нас, Прикарпатье там, когда это было. Вот. То есть, на самом деле, процесс украинизации двигается таким образом, что главное, чтобы мозг украинца был сконцентрирован вокруг слова «гудзик» или еще какого-то другого слова. Мы отличительны тем и велики. Не тем, что мы создали имеем плеяду ученых. Или имеем плеяду литераторов и поэтов, которыми весь мир восхищается. Нет, мы можем произнести слово «гудзик», так як москаль того слова не скаже. І в тому ми є великі. І это знаете, это второе. Аляница, да.
Да, поляница, да. Это такой второй, знаете, третий момент, о котором мы говорим, деградации. Деградации, ну и я вернусь в начало нашего с вами разговора к царству ему небесному Виталию Андреевичу Масолу, да. Виктору, прошу прощения, Масол, Виталий, отчество забыл поставить, Виталий Андреевич, господи, извините, Виталий Андреевич Масол. Я вернусь к нему. Когда он говорит, поставьте эти точечки, проведите линию, и вы увидите, куда идет. Идет процесс такого самоубийства Украины как страны, украинцев как народа и вот интеллекта украинской нации, украинского народа как такового. И убивают его словом «гудзик». Да, ну, который, да. Вот, в принципе, определились мы с, как назвать украинский искусственный интеллект, да? Вот так. Гудзик. Гудзик, да. Значит, друзья, подводим итоги нашего сегодняшнего опроса. Они вот такие. Так, после прекращения войны в Украине будет 5% лучше, чем до войны, 25% лучше, чем во время войны, 26% хуже, чем во время войны, и 43% считают, что хуже, чем до войны. Ну, это вот как бы однозначно. Спасибо большое, что проголосовали. В любом случае, как бы хуже. А куда хуже уже, да? Правда, вот куда хуже? Тут вот... Знаете, это тот самая ошибка, которую на каждом Майдане допускали украинцы. Когда им вбивали в голову, что хуже не будет. Давайте Слушайте, революцию, хуже не будет. А оказывается, всегда есть куда хуже. слушайте, ну мы же вот это сколько таких вот этих понавыбирали за гречку? А оказывается, надо было инвестировать в гречку. Он Гончаренко в парламенте сегодня отжег. Воно тільки може знову дорожчати. Щоб ви розуміли, за 2 місяці ціна на гречку зросла на 59%. Це вже краще за біткоін. То можна було купувати гречку 2 місяці тому і вже 60% заробити. Уявіть собі, за 2 місяці. Це вже реалії сьогоднішнього дня абсолютні. Вже пачка гречки – це такий солідний подарунок на весілля. Ціни на помідори на третину. Помідор – це вже не овоч, це так статусна річ. Ну як таке може бути? Ну, вот так может быть. Гречка – подарок на свадьбу. Помидор – это статусная вещь. Ну, так дальше с тем, как вот вы Масола вспоминали. Ну, смотрите, с тем, как понижают наш уровень потребления, наш уровень интеллектуального развития, нашу память, которую вы сегодня вспоминали, ну, так в принципе и будет. И все будут относиться нормально. О, смотрите, деликатес, гречка или там помидор. Потому что, а как его вести, этот помидор, да? Ну, как? Ну, через какие границы, какие веси и города? Когда мы со всеми соседями попереругались. Даже турецкий танкер бахнули сегодня. А что, вез 140 тонн нефти российской. Бахнули бэком, подтвердила турецкая сторона. Да, украинский бэк вылетел, ударил. Там турки, граждане, в общем-то, перевозили. Ну, в общем, понимаете, конечно, будут у нас помидоры теперь статусной вещью, потому что ни морем, ни сушей, в общем, с Орбаном цапаемся, Эрдогана давайте себе еще наживем врага, и других всех остальных, понимаете? Ну, так это неизменно. Это будет неизменно, особенно когда такая мерзость, как Гончаренко. Извините, мне очень трудно удерживать себя в рамках и дозволенного в эфире, но это реальная мерзость. Так уж получилось почему-то, что вот я вспомнил тех, кто аплодировал сожжению людей в Одессе в Доме профсоюза. Он был среди них. Да, это вот эта мерзость. И я тогда просто не верил своим глазам, что я это вижу, как может человек из Одессы так ненавидеть одесситов ради только того, чтобы кому-то выслужиться. И когда вот такие, как этот Гончаренко, как раз таки и получили сегодня на Украине власть, вот именно такие привели Украину к этому трагическому положению, в котором сегодня она находится, в положении постепенного добровольного самоубийства, когда удавка на шее затягивается все сильнее и сильнее. И знаете, меня так поражает, как эти подлецы могут с таким видом, с такой нарванностью и с таким ощущением чувства собственного достоинства вещать. А как же это так? Мы оказались в таком положении. Не ты ли, подлец, все эти годы был народным депутатом?
Не ты ли, подлец, поддерживал Порошенко, который обещался, что закончит АТО и еще сильнее его развязал, ибо заработок увидел огромный? Не ты ли, подлец, и тебе подобные подлецы, коими сегодня Верховная Рада позабита? Вы устроили это, не давая возможности мирному урегулированию. Не подали свой голос против того, что отвергли Стамбульские соглашения, когда не были бы эти смерти. Не знаю, сколько, сотни тысяч украинцев, миллион, два, я не знаю сколько. Когда не было бы вот этого военного, который говорит о том, что мертвых солдат обменивают на вес, как туши скота. Не ты ли, Гончаренко? Ну, а то, что двигаются к этому, да, это подтверждение опроса. Люди осознают и понимают, что произойдет, когда будет перекрыт краник миллиардов. Ну, да и долго ждать не придется. Кажется, не получается преодолеть вето Орбана, да и в ситуации, когда я третий раз подчеркну, это я ранее в эфирах говорил, я слежу за экономическими новостями в Европе. Деньги для Украины, они еще не собраны. Их еще нет. Это просто 90 миллиардов решения. Зато вот Зеленский есть. Зато Зеленский есть. Есть. Знаете, где Зеленский сейчас? Я, во-первых, товарищи, ожидаем обстрела в ближайшее время, потому что Зеленский укатил в Саудовскую Аравию. Ну так, хорошо встречается. Он раньше там говорил о том, что, смотрите, там в Саудовской Аравии наши специалисты, дроноводы, все там, и Зеленский там. Вот они его и прикроют, собственно, в Саудовской Аравии от иранского шахеда. А Герани, собственно, будут бить по Львову, бить по другим городам, а потом мэр будет психовать, куда ж деньги уходят, а потом ему скажут «но». И он говорит: ой, извините, я был на эмоциях. Это вот все будет. Обычно, когда тяжелый удар, Зеленский где-то за границей. А сейчас в Саудовской Аравии. Да, вполне возможно, я еще не видел. Знаете, вот такие отчаянные попытки не пропасть с повестки дня, которые осуществляет Зеленский, что можно только сказать, как клоун он свою работу делает идеально. Да, друзья, давайте в режиме Блиц несколько вопросов от вас. Начнем с сообщества YouTube и в чат пишите. Поехали. После войны будет разбор полетов и наказание сегодняшней зеленой власти за беспредел и потерю территории, Алексей спрашивает. Или простят, как Порошенко, и команда Зеленского будет сидеть в Раде и играть роль ультрапатриотов? Я думаю, после войны мы с вами столкнемся с самыми серьезными гражданскими противостояниями и кровопролитием внутри страны. И уж кому будет доставаться, не будет единой консолидированной позиции просто против Зеленского. Здесь будут и в том числе вот эти бандформирования, как это афганский синдром, так это будет здесь синдром украинской войны, не знаю, как его по-другому назвать. А за Зеленского не переживайте, он сбежит. Он сбежать успеет со своей семьей, и награбленными миллиардами он будет в Лондоне. Вот эти действительно своих не бросают. Значит, комиссия конкретно взялась за Свято-Покровскую Голосеевскую пустынь в Киеве. Начиналось все из-за школы на территории монастыря. Теперь выдвинули требования к монастырю выйти из-под юрисдикции УПЦ. Но это же бред. Это как детей заставлять отречься от родителей. Кроме того, что в монастыре была школа, еще и находится ремесленное училище, семинария, и там же есть усыпальница киевской подвижницы блаженной монахини Алипии, чью молитвенную и благодатную помощь получили тысячи человек, почитатели ее блаженной памяти находятся по всему миру. Вопрос: это прощупывание почвы, антирелигиозная провокация, разжигание? Россия только болтать будет про защиту православия, выскажет очередную озабоченность, будет ждать пролития крови православных? Я не совсем понимаю этого товарища, который вопрос задает. А что бы он хотел от России? Чтобы ракета прилетела прямо в монастырь? Или я не понимаю, что хотела бы? На самом деле, это не прощупывание почвы. Это продолжение линии на уничтожение православия на территории Украины с целью окончательного уничтожения украинца как украинца, то есть традиционного украинца. Перерождение его в антироссиянина или еще в какого-то Башли-Бузука, я не знаю. Но это уже не украинец. Без православной церкви, за которую душу казаки запорожские клали, без этого украинца нет.
Вот. Ну, и эта линия направлена на уничтожение, на выкорчевывание всего оставшегося украинского в украинцах. Так, значит, добрый день. Я так понимаю, если Зеленский проиграет выборы, то выборы признают нечестными? Социология ведь не может врать. Ну, не исключено. Опыт такой есть. Ющенко проиграл в 2004 году выборы Януковичу. Это стало причиной для государственного переворота. Не исключено. Добрый вечер, дамы и господа. Уважаемый Василий Александр, Кристина пишет. Значит, позавчера, после атаки на питерский порт, украинские так называемые эксперты, в кавычках, из Словакии, разместил картинку с горящими кораблями и добавил надпись: «Мы вас жгли, бомбили в 42-м, бомбим и в 26-м». Это же он поставил знак равенства между немецкими фашистами и нынешними украинцами, получается. Только прозрение и мерзение вызывает деградация таких людей. Ведь у всех в роду есть деды и прадеды, которые положили жизнь на Великой Отечественной войне. Простите за такой длинный комментарий, получился. Накипело. Ну, так вы не особенно ошибаетесь, да я вообще ошибки не вижу. И тогда, в 1941 году, объединенная Европа пришла в Советский Союз, я вам напомню. Объединенная Европа вторглась. И Украине тогда досталось, как республике Советского Союза по полной программе, да всему Советскому Союзу досталось. Так и здесь объединенная Европа стояла на Майдане 2014 года. Объединенная Европа сделала первую попытку в 2004 году. Ну и когда после 2014 года им удалось разжечь сначала гражданский конфликт внутри самой Украины, а впоследствии спровоцировать Россию для того, чтобы не оставить ей выбора, как начать свою специальную военную операцию на территории Украины, так это объединенная Европа. И он совершенно прав. Ведь тогда, вспомните, зачем там Чемберлен, весь мир принимал Гитлера европейский на тот момент. Тогда на территории Украины воевали французы, поляки, румыны, немцы, итальянцы, да вся Европа воевала. Все были здесь, в Советском Союзе. Так что они совершенно правильно говорят. Никто же не тянул за язык европейских лидеров, чтобы они заявили громогласно и многократно о том, что главная их цель в украинской войне – нанести стратегическое поражение Российской Федерации. Ничего нового, все верно. Андрей, не существует человека без идеи. Какова идея, такой человек. Но часто идея просто навязывается улицей, как в слове пацана. Бывает, что это прием применяется государством. Вот немцам внушили, что они избранная нация, и создали фашистское государство в 1933-м. Сейчас украинцам внушили, что они выше, лучше русских. Это страшное оружие, ведущее к смертям. Была попытка коммунистов применить это оружие во благо, но не получилось. И все-таки это показывает главенство духовного над материальным. И свято место пусто не бывает. Какую идеологию вы, Василий, предложили бы Украине и России? Я по убеждениям христианский социал-демократ, христианский социалист, если так будет угодно, более жесткая форма сказать, то для меня построение общества социальной справедливости, в котором действуют нравственные нормы, традиционные нравственные нормы православной, христианской православной церкви, это та идеологема, собственно, ради которой я и трудился в политике и которую я сегодня поддерживаю. То есть направление в сторону социализации общественно-экономических процессов и возвращение к традиционным нравственным ценностям. Проще говоря, дурь выбить, которая разрушает души наших детей. Сегодня, я приводил вам пример, с чем сталкиваются наши беженцы в немецких, в датских, в голландских школах. Вопрос из чата. Почему так называемая НАБУ начала работать, и вот как закончили? Это получается типа на все, что готова нация? Это получается типа на... вот в принципе и все, что может... То есть даже против Ермака в конце концов не возбуждено уголовное дело. Это большая политическая игра. Если не будет дана команда ФАС со стороны Соединенных Штатов Америки,
то не закончится этот процесс. Вот. Ну и насколько я понимаю, после Мюнхенской конференции Зеленский очень серьезно осмелел. И именно на Мюнхенской конференции он получил уверение в том, что НАБУ и САП дальше работать по нему лично и по его ближайшему окружению, которое может дать показания о том, какие миллиарды и куда размещались для Зеленского, то по ним работать больше не будут. По этой причине Зеленский серьезно осмелел. Да, вы правы. То есть был момент, по какой-то причине в геополитических раскладах надо было показать, что на самом деле вот это происходит на Украине, вот эту гнилую подложку червями трупными изъеденную. Вот. Ее показали. Ну, впоследствии о чем-то договорились. Может, поделились, знаете. Может, поделились. То есть, из тех десятков или, уж не знаю, сколько там миллиардов, которые украдены с украинской стороны, ну, может, поделились, сказали, ну, ладно, давайте пока на какое-то время прикроем этот вопрос. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали в сегодняшнем нашем эфире. Ну, тут, если б Янукович подписал ассоциацию с ЕС Украину, как страну не взяли бы, только людей, как сейчас половина в Польше, значит, половина в Польше, остаток уедет, он мог бы стать героем, мешал его страх перед Россией, спрашивает зритель. Да, в чем тут страх перед Россией? Янукович делал все для того, чтобы была подписана ассоциация с ЕС. Изо всех сил он это делал. И он до последнего, буквально до последних минут, он ходил и упрашивал, дайте хоть 20 миллиардов. Потому что если мы подпишем эту ассоциацию, Украина рухнет как экономическая единица. То есть произойдет то же самое, что со странами Балтии. Когда все бежали и где-то там унитазы мыли по Европейскому Союзу. Вот. Ему не дали. И когда не дали, он в последний момент, собственно говоря, и бросил ручку, отказался подписывать. Ну, потому что это было недопустимо. Просто недопустимо. Собственно говоря, тогда Янукович сделал шаг крайне необходимый. Ежели вы не даете, как Польша, например, вы дали 100 миллиардов в конечном итоге долларов, евро, в евро это было, 100 миллиардов евро для проведения ее преобразований. Ежели 200 миллиардов на тот момент это еще были не евро, а марок. Западная Германия дала Восточная Германия для того, чтобы синхронизировать экономики, а вы не даете ей 20 миллиардов Украине, но требуете от того, чтобы она все открыла, и рынки открыла, и все остальное. Но вы гробите Украину, чтобы вы ограничили по зерну, ограничили по мясу, ограничили, в общем, по всему, по углю, по нефти и так далее. Вот чтобы были эти ограничения, Украина рухнет. Янукович тогда отказался это делать, это было правильно. Но это было использовано, собственно говоря, как триггер против него для запуска этих деструктивных процессов, которые привели к сегодняшнему дню. Вот, собственно говоря, что произошло. Василий Волга был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. До свидания, дорогие друзья. Друзья, подписывайтесь на Волгу. Не буду вот это вот «вызывайте Волгу». Нет, не надо никуда вызывать. Просто в Телеграме переходите и, в общем-то, следите за YouTube-каналом. Милости просим, ссылки в описании. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.